Мы с вами, дорогие зрители, много путешествовали по космосу и знаем, насколько мощными, порой непредсказуемыми могут быть черные дыры. Однако они удивляют нас снова и снова. Недавно в 13 миллионах световых лет от Земли астрономы наблюдали потрясающее зрелище. Галактику Циркуль буквально перерезал фонтан раскаленной плазмы, равного которому еще не видели во Вселенной. Этот гейзер образовала сверхмассивная черная дыра, притаившаяся в центре галактики. Она поглощает только 3% материи и газа своих жертв, выплевывая большую часть в пространство. А в 7,7 миллиардах световых лет от Земли страшная Барби сияет ярче, чем сверхновая. Так астрономы назвали струи газа, которые с бешеной скоростью мчатся по космосу. Эта черная дыра разрывает на куски звезду и запускает пылающие потоки из остатков ужасного пиршества длиною в сотни миллионов световых лет. Астрономы уже не раз фиксировали подобные расправы, ведь не зря черные дыры считаются самыми жуткими монстрами Вселенной. Но что, если мы посмотрим на черные дыры с другой стороны? Они способны миллиарды лет жить совместно со звездами, продлевать их сияние и даже оживлять светила. Как такое может быть? Давайте отправимся в наше очередное космическое путешествие, чтобы больше обо всем узнать. И сразу заглянем на огонек в одно яркое, но довольно жуткое место – к Тасманийскому дьяволу. Так ученые называют событие АТ-2022 ТСД, которое произошло в 4,4 миллиарда световых лет от нас. Однажды небо в том регионе космоса вдруг полыхнуло безумным огнем. По словам ученых, они еще никогда не видели настолько яркого света. А изучив причины явления, были еще больше ошеломлены. В небе засияла мертвая звезда. Она погибла после взрыва сверхновой. Затем в течение некоторого времени вела себя тихо и неприметно, как обычный звездный труп. А потом вдруг вспыхнула, по меньшей мере, 14 раз в течение 120 дней, превратившись в такое себе очень активное зомби-светило. События зафиксировали в нескольких обсерваториях, в том числе одна с самой продвинутой на сегодняшний день высокоскоростной камерой. Взрывы следовали друг за другом, как будто некая сила выпустила очередь из космического пулемета. Каждый продолжался в течение нескольких минут, превосходя по яркости своего предшественника. Последние вспышки озарили небо в 100 миллиардов раз ярче Солнца. Ученые называют Тасманийского дьявола неизвестным ранее и просто потрясающим астрономическим феноменом. У них уже есть идеи насчет того, какие процессы могли его создать. Авторы нового исследования считают, что появление АТ-2022 ТСД связано с неудавшейся сверхновой. Звезда примерно в 20 раз больше Солнца. Когда у нее закончилось топливо, для поддержания термоядерного синтеза сжалась до значительно меньшего размера. Она превратилась в черную дыру или в нейтронную звезду, но сам взрыв сверхновой не произошел. Теперь черная дыра выпускает в космос струи плазмы, которые разлетаются во все стороны. В том числе она выстреливает яркими джетами в направлении Млечного Пути. Однако явление происходит чересчур далеко от нашей галактики, чтобы нанести ей какой-то вред. Правда, есть и альтернативная теория этому явлению. Ее суть в том, что черная дыра занимается любимым видом космической охоты. Она разрывает своей безумной гравитацией звезду, находящуюся вокруг нее на близкой орбите. Это вполне в характере черных дыр – разносить на куски все, что попадается на пути. Астрономы уже наблюдали, как монстры уничтожают звезды. Однако во всех случаях дыры не выпускали целый залп мощных струй. Эту особенность поведения Тасманийского дьявола ученым еще предстоит объяснить. Сейчас исследования в этом направлении проводят физики Оксфордского университета, надеясь получить ответы на важные вопросы космологии. Например, как именно формируются черные дыры, когда умирают массивные звезды, каким образом черные дыры подтягивают к себе и разрушают светила. Недавно они узнали о новом, более изощренном способе охоты космических монстров – миллионы лет паразитирования на звездах. Вернее, внутри них.
Как вам настоящий фильм ужасов, когда черная дыра проникает в сердце светила, а затем изнутри, подобно вампиру, высасывает его жизненные силы? Выдающийся английский астрофизик Стивен Хокинг первым высказал предположение о существовании таких невероятных небесных тел. И ученые назвали подобные объекты звездами Хокинга. Черная дыра в сияющей звездной оболочке. Вы скажете, что ситуация полностью фантастическая, но не будем спешить с выводами, а лучше полетим к таким небесным телам и по пути послушаем доводы ученых. Черные дыры у нас обычно ассоциируются с чем-то неизмеримо огромным, как стрелец со звездочкой в центре Млечного Пути. Самые массивные гиганты, шутя, разрывают даже некоторые скопления звезд. Как подобный колосс может проникнуть внутрь звезды, пусть даже очень большой? На самом деле черные дыры очень разные. Астрономы обычно делят их на 3 категории в зависимости от массы: звездные, сверхмассивные и промежуточные. Диапазоны масс, определяющие каждую группу, являются приблизительными, и ученые постоянно пересматривают их границы. Но все они действительно огромные и тяжелые. Недавно космологи предположили, что существует 4-й тип – первичные черные дыры. Они должны были образоваться в первые секунды после зарождения Вселенной. Если гипотеза верна, то с подобными объектами все обстоит несколько иначе. Первичные черные дыры возникли в тот момент, когда в изначально однородном супе пространства уже образовались как бы карманы из горячего материала. Некоторые из них могли быть достаточно плотными, чтобы коллапсировать в черные дыры. Объекты получались очень разнообразными по массе. Большие дыры формировались в 100 тысяч раз более массивными, чем наше Солнце. Но рядом с ними находились и нанодырочки в 100 тысяч раз меньше, чем канцелярская скрепка. Затем, когда Вселенная быстро расширилась и остыла, условия для образования черных дыр этим способом закончились. С тех пор прошло 13,8 миллиарда лет, и космос разительно изменился, пока ученые напрямую не нашли в нем первичные черные дыры. Со временем они могли испариться из-за квантово-механических процессов на краях их горизонтов событий. Согласно теоретическим предсказаниям, объекты с массой меньше горы будут рассеиваться быстрее, чем более крупные. Это может означать, что от многих ранних дыр уже не осталось и следа. Однако сотрудники Института астрофизики Макса Планка в Германии полагают, что еще существуют маленькие первичные дыры. Обычно их масса не более чем у астероида или карликовой планеты, а размер меньше бейсбольного мяча. Модели ученых показывают, что такие объекты не редкость во Вселенной, и все они передвигаются по космосу на суперскоростях. Если подобный спринтер на всем ходу врежется в звезду, то, скорее всего, как пуля пробьет ее насквозь. Тем не менее, некоторые дыры в моделях показали себя несколько медлительными и отставали от большинства. Эти заторможенные скитальцы при столкновениях вряд ли могли пробиться сквозь звезду и застревали в ее ядре. Трудно представить, что после этого происходило со звездой. Ученые говорят, что последствия зависят от массы и размера дыры. Поначалу практически ничего не менялось. Даже плотное звездное ядро представляет собой по большей части пустое пространство. Микроскопическим черным дырам в подобных условиях трудно найти материю для поглощения, и их рост происходит чрезвычайно медленно. Чтобы съесть звезду такой малютки, может потребоваться больше времени, чем будет существовать Вселенная. Но более крупные объекты, массой примерно как астероид Церера или карликовая планета Плутон, могут поедать жертву изнутри более активно. Такие дыры значительно вырастут всего за несколько сотен миллионов лет. Значит ли это, что мы увидим звезды Хокинга изувеченными и перекошенными черными дырами? Ведь даже маленькие монстры представляют собой мощную космическую силу. Микроскопическая черная дыра, по расчетам астрофизиков, способна сравнять с Землей 2000 квадратных километров леса в Сибири и имитировать адский удар астероида. Однако она не оставит после себя видимых кратеров. Так и звезды Хокинга с крошечными первичными дырами внутри на вид ничем не будут отличаться от обычного светила. Другое дело, если в его центре окажется дыра покрупнее. Когда она вырастет примерно такой же массивной, как Земля,
то начнет производить значительное количество радиации. Ядро звезды под ее влиянием будет бурлить как кипяток, и со временем светилу придется перейти на другое топливо. Оно перестанет работать за счет термоядерного синтеза, начав питаться за счет энергии черной дыры. В этом случае звезде важно не перегреться, в результате сбросив свои покровы в пространство, и она включает собственный кондиционер. Внешние слои светила для охлаждения ядра раздуваются, превращая его в красного гиганта. Мы знаем, что многие звезды, подобные Солнцу, ожидают эта участь после завершения в нем термоядерного синтеза. Но красный гигант с первичной черной дырой в центре будет немного холоднее и краснее, чем обычный. Ученые назвали такие звезды красными отставшими. Спутник Гайя Европейского космического агентства обнаружил около 500 аномально холодных звезд-гигантов, которые стали кандидатами в красные отставшие. Но как подтвердить, что внутри них находятся черные дыры? Для этого астрономы хотят настроиться на определенные частоты вибрации светила. В звезде Хокинга будет вращаться вся ее внутренняя часть, а не только самые верхние слои, как у обычного красного гиганта. В связи с этим ожидается, что она пульсирует с уникальной комбинацией частот. Такие волны ученые надеются засечь с помощью звездной сейсмологии. Наука изучает структуру светил путем исследования их пульсаций. Из этих колебаний можно извлечь информацию о внутренних слоях звезд. Подобным образом сейсмологи исследуют недра Земли по акустическим колебаниям, которые вызывают землетрясения. А пока ученые решают эти вопросы, давайте взглянем на кандидатов в невероятные звезды Хокинга. Где их можно найти? Прежде всего, у астрономов есть веские основания искать звезды Хокинга в шаровых скоплениях и ультратусклых карликовых галактиках. Об этом недавно заявили исследователи из Университета штата Иллинойс в США. Красные отставшие звезды астрономы надеются обнаружить в скоплениях Ходж-301 и SL-639. Также в кандидаты вошла двойная система 2M0056-08, которая состоит из пары красных отставших звезд с орбитальным периодом 33,9 дня. Каждая из них имеет массу примерно в 1,4 солнечной. Обе звезды, по-видимому, находятся на ранней стадии эволюции красных гигантов, однако холоднее и немного тусклее. Пара невероятно быстро вращается друг вокруг друга и отличается очень высокой магнитной активностью. Еще можно отправиться в созвездие Змееносца к огромному красному светилу М10 ВЛА-1А. Астрофизики высказали мнение, что раньше оно тоже было двумя звездами. Они мирно вращались каждая по своей орбите, пока однажды в систему не затесалась пролетающая мимо черная дыра. Из-за незваной гостьи оба компонента столкнулись и слились воедино, образовав красную отставшую звезду, а черная дыра оказалась заключена в центре нового объекта. Впрочем, астрофизики не исключают, что черные дыры находятся не только внутри красных отставших звезд. Если они крошечные, то способны проникнуть практически в любое светило, и наше Солнце не исключение. Давайте с помощью ученых представим, что бы произошло в этом случае с нашей звездой. Если бы черная дыра звездной массы поглотила Солнце, то обрекла бы его на быструю смерть. А у человечества осталось бы всего около 8 минут до наступления апокалипсиса. Хорошо, что пока это нам не грозит. Астрономы уверены, что черные дыры в ближайший миллиард лет не представляют опасности для Солнечной системы. Но как насчет далекого прошлого? Вдруг в наши края тогда забрела какая-то маленькая первичная черная дыра, врезалась в Солнце и засела внутри него. Ученые успокаивают, бояться здесь нечего. Если в центре Солнца находится черная дыра такой же массы, как планета Меркурий, мы этого не заметим и особого вреда она светилу не нанесет. Это связано с огромной диспропорцией масс обоих небесных тел. Такая дыра, наоборот, может подарить Солнцу вторую жизнь. Благодаря ей после смерти наше светило переживет нечто вроде реинкарнации, продолжив снабжать теплом и светом все свои 8 планет. Когда через несколько миллиардов лет запасы водорода в ядре светила исчерпаются,
Миниатюрная черная дыра теоретически может набрать около 1% массы Солнца. Этого достаточно для перезапуска двигателя звезды на ее энергию. Заменив ядерный синтез новым топливом, Солнце могло бы жить еще несколько миллиардов лет. Но насколько высока вероятность подобного развития событий? У ученых пока нет четкого ответа на данный вопрос. Во многом это зависит от частоты появления в Солнечной системе первичных черных дыр. Астрофизики подсчитали, что если в любой момент времени у нас в гостях находится одна из них, то вероятность ее проникновения в Солнце практически равна нулю. Наличие сотен кандидатов уже является сигналом тревоги в отношении всей этой идеи. Ведь слишком массивная первичная дыра, как мы знаем, способна поглотить нашу звезду изнутри, причем менее чем за 500 миллиарда лет. Конечно, это маленький срок, только в космических масштабах, но для нас же он бесконечен. Но все равно, согласитесь, неприятна сама мысль, что нашу звезду изнутри когда-то сожрет черный монстр. К счастью, этого не произойдет. Ученые уже основательно изучили нашу звезду и утверждают, что внутри Солнца почти наверняка нет черной дыры. Такие выводы они сделали на основании расчетов, данных и использования гелиосейсмологии. Как следует из названия, это наука о солнечных землетрясениях, которые похожи на наши земные, но гораздо сильнее. Убедившись, что с нашим Солнцем все хорошо, давайте совершим еще одну экскурсию в прошлое. Мы отправимся в раннюю Вселенную, где происходили невероятные вещи. Там гигантские звезды сами создавали внутри себя огромные черные дыры и пользовались ими в качестве двигателей. Эти объекты ученые назвали квазизвездами, равных которым по яркости и величине нет в нашем мире. Стивенсон 2.18 – красный сверхгигант в созвездии Щита. Находится на расстоянии примерно в 19 тысяч световых лет от Земли. Он считается самой большой и мощной звездой в нашей галактике. Ее светимость в 437 тысяч раз выше солнечной, а радиус больше в 2150 раз. Наше Солнце и этот гипергигант выглядит просто как шарик для настольного тенниса по сравнению с самым большим мячом. Но точно так же, как Солнце, Стивенсон 2.18 смотрелся бы на фоне какой-нибудь квазизвезды. Только подобных монстров давно уже нет в нашем небе. Что же это за мегагиганты и куда они делись? Квазизвезда или звезда черной дыры – это гипотетическое, чрезвычайно массивное и яркое светило. На заре мироздания большая часть космоса состояла из водорода и гелия, без примесей тяжелых элементов. Это позволяло протозвездам набирать невероятную массу, но не взрываться сверхновыми, как современные гипергиганты. Когда материя в их ядре сжималась до критических значений, она коллапсировала в черную дыру. В отличие от современных светил, квазизвезды не питались за счет ядерного синтеза. Гиганты использовали энергию материи, которая выделялась при падении материи в черную дыру. Если бы в составе квазизвезд были более тяжелые элементы, они запустили бы термоядерный синтез, и черные дыры не возникали. Выброс энергии дыры из центра квазизвезды противодействовал силе гравитации, создавая равновесие. Процесс подобен тому, как современные звезды удерживают равновесие с помощью термоядерного синтеза. В противном случае безумное излучение черной дыры начало бы выбрасывать в космос ее внешние слои. У квазизвезд атмосфера достаточно массивна, чтобы поглотить образовавшийся всплеск энергии. Квазизвезды также могли образоваться из гало-темной материи, втягивающих огромное количество газа под действием гравитации. Этого невидимого вещества хватило бы для формирования гигантов массой в сотни тысяч солнечных. Никто, конечно, не видел колоссальные звезды далекого прошлого, однако с помощью моделей ученым удалось кое-что о них узнать. Подобные гиганты были в десятки тысяч раз больше Солнца. Их диаметр зачастую составлял более 10 миллиардов километров, что более чем в 7 тысяч раз больше диаметра нашего светила. Поглощая излучение черной дыры, квазизвезды, по расчетам ученых, раскалялись более чем до 10 тысяч градусов Цельсия. Если бы мы могли отправиться в путешествие к такой звезде в прошлое,
то увидели бы ее издалека. Монстр сиял бы в небе так же ярко, как целая галактика. По мере того, как квазизвезда со временем остывала, ее внешняя оболочка становилась прозрачной. Предельная температура охлаждения составляла 4000 градусов Цельсия. Затем динамическое равновесие нарушалось, и объект быстро рассеивался. После него оставалась лишь черная дыра промежуточной массы, больше звездной, но меньше сверхмассивной. Предполагается, что черных дыр промежуточной массы во Вселенной значительно меньше, чем других. Поскольку механизмы их формирования не совсем понятны, пока ученые не дают ответ, почему дыр со средней массой так мало. Однако мы можем во время космического путешествия с ними познакомиться. Так, суперяркий источник рентгеновского излучения HLX-1 представляет собой кандидата в черные дыры промежуточной массы. Он расположен в линзовидной галактике ESO 24349, примерно в 290 миллионах световых лет от Земли, и равен приблизительно 20 тысячам солнечных масс. Есть еще один вид гипотетических светил, которые связаны с темой нашего космического путешествия. По сравнению со звездами Хокинга и квазизвездами, эти невероятные небесные тела можно назвать перевертышами. В их сердце нет черной дыры. Они сами живут внутри этих монстров и чувствуют себя прекрасно. Такие звезды выявлены при моделировании физиками Франкфуртского университета и названы гравитационными вакуумными или гравизвездами. Ученые задались вопросом, что происходит с огромным количеством звездной материи и энергии, которые заглатывают черные дыры. Считается, что внутри этих объектов вещество сжимается все больше и больше, а затем превращается в сингулярность, максимально маленькую и плотную точку. Однако парадокс в том, что при подобном сценарии материя не может испаряться обратно, сияя излучением Хокинга. Тогда ученые предположили, что звезды продолжают жить внутри черной дыры, только они состоят из конденсата темной энергии, окруженной оболочкой из обычной материи. Темная энергия помогает этим светилам противостоять безумной гравитации черной дыры. Однако эта модель не объясняла, как оболочки вакуумных звезд могут противостоять давлению самой темной энергии. Ученым удалось обойти этот момент, разработав новую версию гравизвезды. Она еще более удивительна, поскольку представляет собой некое подобие матрешки из нескольких гравизвезд, вложенных одна в другую. Авторы называют подобный объект нестаром. Вместо одной оболочки он имеет несколько слоев, которые разделены темной энергией. Нестар показал себя в моделях стабильным объектом, поскольку напряжение темной энергии в нем уравновешено весом оболочек. Мы, конечно, не сможем увидеть эти звезды внутри черной дыры, хотя это было бы самым удивительным зрелищем во Вселенной. Из-за невероятной гравитации черных дыр заглянуть внутрь них невозможно. Так что гравизвезды пока доступны только в симуляциях ученых. К тому же сама версия требует длительных проверок и множества дальнейших исследований. Ученые Франкфуртского университета намерены развивать свою гипотезу. В результате они рассчитывают не только подтвердить существование звезд Нестар, но и найти ответы на важные вопросы гравитационной физики. Невероятные союзы звезд с черными дырами в очередной раз показывают, насколько разнообразен и непредсказуем наш мир. Они открывают перед нами, космическими путешественниками, возможность познакомиться с новыми, невероятными объектами Вселенной. А ученым такие звезды помогают больше узнать, как со временем менялось мироздание и насколько широки его возможности сейчас. Исследователи продолжают составлять модели, чтобы определить последствия попадания черной дыры в звезды различной массы и состава. Также большие надежды в решении этих вопросов они возлагают на обсерватории будущего, такие как Плато. Это орбитальный телескоп нового поколения Европейского космического агентства, который планируется запустить в 2026 году. Благодаря продвинутым камерам и другому оборудованию, зрение Плато будет уникальным. Оно поможет телескопу рассмотреть в небе самые яркие светила. Как раз то, что нужно для поисков звезд Хокинга, квазизвезд, нестаров и других невероятных диковинок нашего мироздания.